Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Рейтерс Bloomberg дружно накинулись на Трампа, называя заключенное соглашение по экспорту в ЕС энергоносителей из США нереальным. Рейтерс, вообще не стесняясь в выражениях, цитирую далее, обещание ЕС импортировать энергоносители из США на сумму в 250 миллиардов – бред на одном из центральных американских ресурсов. Евросоюз-то уже как бы заявил, что 600 ярдов в экономику Соединенных Штатов вложить не сможет при всем желании. Борис Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста, вот это вот соглашение на эти миллиарды энергоносителей из США. Ну, давайте по порядку. История давняя, торопиться нам некуда. Как там ежик с ужом себя чувствует, отдельная тема. На мой взгляд, история началась совсем давно. В конце 70-х годов, во время строительства знаменитого газопровода Уренгой-Помара-Ужгород. Напомню, что Рональд Рейган был крайне против этого проекта, выискивал любые причины для того, чтобы объявить бойкот, эмбарго и так далее, и так далее. Приплеталась история с вводом ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Шли встречи, закончилось ничем, абсолютно ничем, потому что европейские политики того времени и того уровня, начиная с незабвенной Маргарет Тэтчер, Миттеран, по-моему, тогда во Франции, Брандт в Германии, отправили джентльмена в долгое путешествие, причем пешком. Я не думаю, что это могло понравиться Соединенным Штатам, потому что выстраивание вот этой энергетической связи Советского Союза и Западной Европы для Западной Европы было новым костылем. План Маршалла закончился, долги остались, американские войска в разных европейских странах, ядерное оружие все оставалось, но экономически намечался разрыв, превращение Европейского Союза в самостоятельного экономического игрока. Если предположить, что именно тогда начались планы по выращиванию в американском инкубаторе новой европейской элиты, то надо отдать должное американцам, план вполне удался. Длился он, вот, как видите, на протяжении 40 с лишним лет. Когда начиналась операция «Украина», это не название страны, это кодовое слово для Соединенных Штатов, это была просто операция. Пожелания в адрес Европейского Союза были высказаны великим политическим деятелем современности Викторией Нуланд. Зимой 2014 года она посоветовала вступить с Евросоюзом в противоестественную половую связь, так скажем. И именно под этим углом и надо рассматривать происходящее в причерноморских степях Украины. Мы привыкли думать, что это операция против России, но давайте посмотрим факты, которые произошли. Прекращен экспорт российского газа через территорию Украины раз. Остановлен абсолютно исправный с технической точки зрения газопровод Ямал-Европа через территорию Польши в Германию. Взорваны оба северных потока. Группа G7, то есть США и их шестерка, придумали некий кап-прайс, ценовой потолок, введен запрет на поставки энергоносителей из России, полный отказ Европы от получения угля, пункт первый, затем последовал отказ от морских поставок нефти, добровольный отказ Германии и Польши от поставки нефти по трубопроводу «Дружба», ну и так далее. В 18-м пакете мы наблюдаем уже полный абсурд, запрет на поставки нефтепродуктов, произведенных из российской нефти со стороны любых других стран. Результаты мы тоже видим. То, что совсем недавно, каких-нибудь лет с десяток назад, казалось достаточно серьезным экономическим конкурентом Соединенных Штатов, превращается в рифму к слову Европа, это не слово Пенелопа, совсем другое слово. Происходит это медленно, поскольку все, что связано с энергетикой, с крупными экономическими проектами реального сектора экономики, это не собрал чемодан и улетел в Соединенные Штаты. Здесь все намного сложнее, тем более, что ряд крупных европейских компаний в качестве новых мест для своего расположения выбирают не Соединенные Штаты,
Есть целый ряд перебежчиков в Турцию, есть целый ряд перебежчиков в Китай. В Турцию, потому что она не присоединяется ни к каким санкциям и чувствует себя совершенно вольготно. В Китай, потому что это огромный рынок, ну и так далее. Происходить это будет медленно, но для Соединенных Штатов важно, что из двух крупных экономических конкурентов, Китай и Европейский Союз просто кончился. Соответственно, та коровка, которую они откармливали, начиная с первых послевоенных лет, с реализации плана Маршалла, ну, бывает для коровы время, когда нужно сдавать молоко, а когда нужно сдавать говядину по плану. Видимо, сейчас сдается говядина. Соединенным Штатам этот маневр крайне необходим в связи с огромным долгом, триллионы, которые там насчитывают, в связи с огромным диспаритетом в международной торговле. Тот же Европейский Союз поставлял куда как больше, чем импортировал из Соединенных Штатов. Реальный сектор экономики Соединенных Штатов при попытках реализации всевозможных глобалистских проектов, сценариев тоже значительно сократился. Вот сейчас идет отчаянная попытка со стороны Трампа вернуть американцев в состояние янки. Янки, если помните, во время войны в каких-то танках Шерман, напоминающих консервную банку, шли в атаку против танков, они гибли, они достаточно стойко сражались, но потом это все прекратилось. Янки превратились в американцев, которые в атаку не идут, пока не привезут свежую Кока-Колу. Удастся этот маневр Трампу или нет, сказать сложно. У них достаточно короткие президентские сроки. Трампу осталось работать 3,5 года. Кто придет на смену, сумеет ли он держать внутреннюю политическую обстановку в самих Соединенных Штатах под контролем, сказать сложно, да и, собственно говоря, не наше это дело. Позволю себе напомнить, что торговый оборот России и США в прошлом году составил там какую-то сумму, что-то около 2 миллиардов. Мы с Киргизией больше торгуем. Если из этих 2 миллиардов вычеркнуть минеральные удобрения и обогащенные урановые продукты, то, собственно, почти ничего и не останется. От того, что они введут какие-нибудь очередные санкции, ну, нас уже трудно чем-то напугать, мы все уже видели, тем более, что опыт показывает, по крайней мере, последнего года, что больше проблем приносит наш внутрироссийский тайфун с женским именем Эльвира, чем все эти санкции. Нам бы свои проблемы как-то решать без них. Что касается Соединенных Штатов Европы, наверное, так уже можно называть, удастся ли им сохранить единство в силе члены Европейского Союза будут удовлетворены условиями капитуляции, которую подписала Урсула фон дер Ляйен, пока сказать сложно. Прошло всего несколько дней, какое-то бурчание раздается от Эммануэля Петена, нет, не Петена, Макрона, извините, я их путаю, очень похоже, внешне, конечно. Если не удастся, я думаю, что Трамп будет готов работать с каждой европейской страной отдельно, ему тогда даже удобнее будет. Мы, Россия, от того, что в Европейском Союзе пройдут какие-нибудь трещины, тоже точно ничего не проиграем. Так что предлагаю наблюдать за всем этим спокойно. А будут ли поставки энергетических ресурсов в таких объемах, которые мы услышали, называют разные какие-то числа. Reuters с Bloomberg, как вы, Максим, отметили, говорят про 250 миллиардов, кто-то говорит про 750 миллиардов. Правда, при этом никто не называет сроки. В течение какого времени такой экспорт ожидается? Если отталкиваться от той информации, о которой вы говорили, Максим, Reuters, Bloomberg, 250 миллиардов долларов в год, ну, я не очень понимаю, как эту сумму можно набрать. Единственное, что может помочь, введенный в 18-м пакете антироссийских санкций, запрет самим себе покупать нефтепродукты из российской нефти. Там в качестве примера могу напомнить, что до 16% нефтепродуктов в Европейском Союзе это нефтепродукты из Индии. Если Индия продолжит закупать нефть у России, она будет это делать, то рост цен неизбежен. Если исчезает такой поставщик, как Индия, то остается, собственно говоря, такой поставщик, как Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, где Шеврон совсем недавно получил разрешение продолжать работу с тяжелыми битумозными
песками Венесуэлы, то есть решают проблему тяжелой нефти, которая, несмотря на введение всевозможных торговых ограничений с Канадой, нефть получает без пошлин, тяжелую канадскую нефть. Соответственно, полный ассортимент нефтепродуктов нефтеперерабатывающие заводы штатов могут производить. Почему я не касаюсь СПГ? Но все-таки те суммы, которые получают производители нефти и нефтепродуктов на фоне поставщиков СПГ кратно больше. Тем более, что мы не слышим ничего о том, чтобы Соединенные Штаты собирались менять свою торговую модель. Напомню, что заводы по производству СПГ на территории Соединенных Штатов работают по тулинговой схеме. Собственно говоря, компания-владелец отдает в аренду свои производственные мощности. Необходимо заплатить аванс. В том случае, если сжижение происходит, надо доплатить оставшееся. Если сжижение не происходит, аванс не возвращается. Крупнейшие покупатели СПГ, произведенного на территории штатов, по-прежнему компании Total Energy, Shell, BP и так далее, и так далее. Собственность на СПГ, произведенного в Соединенных Штатах, переходит покупателю с того момента, как товар загружен на борт судна. И куда потом поставляют европейские компании, отношения к Соединенным Штатам не имеет. Для них факт экспорта, вот состоялась отгрузка с того или иного СПГ-завода, на этом экспорт закончен. Какова конечная цена и что там, как будет происходить дальше, Соединенные Штаты не касаются. По крайней мере, на первый взгляд. Напомню, что в соответствии с целевой моделью европейского газового рынка ценообразование идет на голландской бирже TTF. То, что голландская биржа TTF принадлежит американской компании, это, наверное, просто случайность. Так, ну, бывают такие совпадения, совершенно случайные. То есть, собственно говоря, некий конгломерат серьезных предпринимателей Соединенных Штатов определяет правила работы на бирже TTF, которая определяет котировки на весь природный газ, неважно в каком он виде поступает, трубопроводный или в виде сжиженного природного газа. Удастся выйти на 250 миллиардов? Я думаю, Министерство финансов США и президент США будут довольны. Не удастся выйти на эту сумму, потому что выяснится, что, допустим, на рынке Юго-Восточной Азии стоимость газа выше, и он весь ушел туда. Ничего страшного. То, что с Европой при этом что-то произошло. Ну, бывает. Бывает, рынок дело случая, рынок обязательно все рано или поздно решит. Видя эту обстановку, ну, какое отношение к происходящему у крупного реального бизнеса, так скажем, не связанного с финансовыми услугами и прочим. Надо искать место, где все выглядит более надежно. Таким местом вполне могут оказаться Соединенные Штаты, поскольку там стоимость того же природного газа, следовательно, электрической энергии из нее вырабатываемой, определяет национальная биржа Henry Hub. Если сравнивать стоимости, то если на день сегодняшний в Евросоюзе стоимость 1000 кубометров там что-то от 400 до 450 долларов, то в Соединенных Штатах около 100. Ну, очевидно, где выгоднее, а с учетом 15% пошлин, тем более выгодно. Нужно меньше платить за газ, меньше платить за электроэнергию, не иметь никакого отношения к ввозным пошлинам, спокойно работать в Соединенных Штатах, рынок которых это 400 миллионов человек. С чем сравнивать? 400 миллионов человек в Европейском Союзе при кратно более высоких тарифах на газ, на свет и так далее. Ну, понятно, что разумные люди будут находить возможности перебираться туда. Тем более, что Трамп, который отменял многие законы, введенные администрацией Байдена, закон об борьбе с инфляцией не отменил, а это целый ряд льгот для тех компаний, неважно из какой страны, из Европы, из Азии, из Африки, хоть откуда, если переводят свои производственные мощности, реальный сектор получает целый ряд послаблений, в том числе и налоговых и так далее, и так далее.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте транслировать наши ролики в ваших сетях, это тоже поддержка нашему проекту. Всем всего доброго.